Уважаемые дамы и господа, мы начинаем нашу дискуссию. Надеюсь, что она пройдет заинтересованно, значительно более коротко. И вы уйдете отсюда не с пустыми кошельками, вы уйдете отсюда с лучшим пониманием, что такое новые технологии и как их можно использовать для развития благосостояния своих компаний, себя лично и, в конце концов, и государства в целом. Я хотел бы представить сначала моих коллег, которые мне помогают сегодня организовать эту дискуссию. Первым хотел бы представить нашего партнера Грефа, который написал книгу, которая здесь вот у нас не входит в наше издание, она предлагается вашему вниманию. И те из вас, кто уже интересуется этой технологией, могут получить эти книги и получить знания из первых рук. Поэтому мы благодарны Грефу, что он прилетел в Астану для того, чтобы презентовать сам. Он является автором термина Crowdsourcing и очень интересным докладчиком. Я думаю, что будет интересно его сегодня послушать. Я также хотел представить Сетеева, нашего партнера, руководителя компании Казахтелеком. Это одна из наиболее инновационных и продвинутых компаний в Казахстане. И это люди, которые имеют уже опыт использования самых современных технологий, технологий краудсорсинга в своей деятельности. У нас будет также присутствовать чуть попозже вице-премьер, собственно, который и организовал эту дискуссию, чуть-чуть задерживается и просил извинения, но я надеюсь, что присоединится к нам. И Измайлов Нурлан Тельманович, председатель правления Национального информационного холдинга. И все мы в вашем распоряжении, вы сможете задавать всем нам вопросы. И я хотел бы начать нашу дискуссию с первого вопроса. Вопроса аудитории. Кто самый смелый в аудитории, прошу поднять руку. Скажите, что такое краудсорсинг? Окей, хорошо. Знаете в аудитории кто-нибудь, что это такое? Ты не будешь. Краудсорсинг — это выдача определенного заказа внешнему неопределенному исполнителю. Это ваш? Это мечта Исикеева. Окей, есть еще раз. Да, коллективный разум, получение мнений. Так. Да, конечно. Чуть ниже. Вы меня совсем расстроили. Я всегда был уверен, что подсознательно был уверен, что женщины умнее мужчин. Вы забили последний гость кружку гроба нашего мужского достоинства. Окей, коллеги, спасибо большое. Я вижу, аудитория подготовленная. Спасибо вам, коллеги, за ваши ответы. И разрешите предоставить слово Джеффу, человеку, который, собственно, родил этот термин и много времени занимался исследованием, использованием этих технологий в повседневной практике. Джефф, пожалуйста, вам слово. First, I just want to thank German, my host, Sparebank, and all of you for attending.
Central Asia, but I've been very impressed with Astana, so I'm very happy to be here. Happy to be here today. I like to actually just show a video, and hopefully it can be translated, because it's precisely to answer the question that has naturally come up. You are all completely forgiven for not knowing what crowdsourcing is, because a lot of people in America don't know what crowdsourcing is either. It's a word that I coined in a 2006 article for Wired magazine, which is the preeminent technology magazine in America. I'll show the video, and I think we'll come away from that with a bit more of an understanding. The crowd was dependent on proximity. We had to be together physically in order to create a crowd. Suddenly, with the internet, we were able to create a virtual crowd. And what this allowed is it allowed people to get together through intent, through shared interest. This is new. This is a fundamentally new development in the course of human history, that communities are able to form simply out of shared interest, shared passion for a hobby, a craft, an art. So crowdsourcing is when a company takes a job that was once performed by employees and outsources it in the form of this open call to a large, undefined group of people, generally using the internet. There's a couple of crucial terms in there. One is open call, and the other is undefined. And they both get the same idea, that the person who you think would be best qualified to perform the job isn't always the best person to do it. And the cocktail party version is very simple. It's crowdsourcing is Wikipedia with everything. Photography is a great example, because it's what I think of as the canary in the coal mine. What's happened over recent years in photography is the advent of three separate developments. The first is the digital camera, the cheap, affordable SLR digital camera. The second is photo editing software, which has become easier and easier to use. And the third, of course, is the internet. And so the quality level of stock photos produced by amateurs essentially reached an equilibrium with those created by professionals. What happened was that stock photos were no longer a scarce commodity. They became an abundant commodity. Instead of charging $300 per stock photo, they charged $1. And as you can imagine, the demand for a commodity that had been marked down by 99% was huge. I don't think crowdsourcing eradicates the business. It just changes it dramatically. It forces companies to approach us as potential partners. And that's much more interesting and much more exciting. We do buy things, but we also participate meaningfully in the process by which those products are created. What we see with these successful crowdsourcing is that they came up organically from the people formerly known as customers, from the people formerly known as the audience. The technology is so good that it's become easier for people to become very good. And then finally, the emergence of online communities. I like to think about the online community as kind of the building block of crowdsourcing. It's what the corporation is to the industrial era. It showed that people could come together and self-organize into productive units. What once took management and corporate hierarchy can now be done in the context of the community. So again, just the very short definition of crowdsourcing is the process aided by the internet of large groups of non-professionals, of amateurs, the crowd, taking over tasks that were once performed by professionals. If there was one single most revolutionary example I had to show, it would be this one. Many of you are probably wondering what's up there on the screen. Some of you may even be guessing that it is depicted a molecular structure, and though some of you would be right, however, you'd be only half right. Specifically what it is the active ingredient in the AIDS virus. And for the last 15 years, scientists have been trying
to determine the structure of this. It's called a protease, is the kind of, it's a type of protein. Because if they can't understand the structure, they can't understand how to deactivate it and thus help cure AIDS. Well, finally, in September of last year, there was an article published in Nature magazine, one of the most, probably actually the most prestigious scientific journal in the English language. If you look closely at the authors listed on this article, one of them had a most unusual name. The Folded Void Crushers Group. What is the Folded Void Crushers Group? Prestigious academic journals don't usually have such authors listed. And that's because what you were looking at in the previous slide was not just a molecular structure, but it was in fact, right? As you can see, it's actually a video game. And this is how, I was going to tell you the very short story, this is how the scientists successfully solved the structure of this protease. It is after 10 years of the best and brightest nanomolecular biologists, the best scientists in the world, trying to solve the structure of this, they had an idea. And that was, what if we make it into a video game and have everyone in the world who wants to try to determine the structure? They did it. 300,000 people played this video game, almost none of whom, by the way, had PhDs. Some were as young as 11. It took the crowd a little more than 10 days playing this video game to figure out, what very well may become the cure for AIDS. Just the short history of how the word itself came into being. I've worked at the technology magazine Wired for over 10 years now. Around the middle of the last decade, I was covering social media, if you think Facebook and YouTube. And at the time, everyone was talking about this as, I don't know if you have this phrase in Kazakhstan or Russian, but user-generated content. And I thought, but this isn't just about content. And this is the metaphor I came up with, is that when we think this is all about people making cute little videos of their cats, it's as if we're standing around a geyser and saying, look, this is this amazing new thing. Like, we could have never watched people filming videos of themselves before. But what they're missing is this, that something much deeper and tectonic, I don't know if you have it in Russian, but it's something, the magma underneath. The point isn't the geyser up on top. The point is the plates shifting underground. Because what I felt, what I needed a word for, was that this was the most fundamental shift since we moved into the industrial age. That crowdsourcing is the first native operating system of the information age. So my editor and I came up with this word, crowdsourcing. The article appeared in June 2006. If you look, this was taken just right before the article came out. All of these people either worked at Wired or were intimately acquainted with people who worked at Wired. And this was taken a couple weeks later. In 2 weeks, 700,000 people had already used the word. Now it's up to 9 million on Google. The book is translated into 12 languages and it is the term that is most commonly used to describe this growing phenomenon. If I only had one slide to show you, it would be this one, because this is the central insight behind crowdsourcing. The guy who said it is Bill Joy, who co-founded Sun Microsystems, one of the most successful entrepreneurs in America. He said, no matter who you are, most of the smartest people work for someone else. It doesn't matter if you work for the best government, the best company, the richest company in the world. Most of the smartest people work somewhere else. So when you have a problem that your people cannot solve, you go outside. Because someone outside, some 11-year-old kid is going to be able to figure out the structure of the protease that causes AIDS. Because he has pattern recognition skills
that the PhDs don't, at least in this example. Very quickly, one final example. InnoCentive is a problem-solving network of some 600,000 scientists all around the world. It was started by the pharmaceutical company Eli Lilly. Eli Lilly is a massive multinational conglomerate worth billions of dollars. They employ thousands of scientists trained in the best universities in the world, and yet they cannot always solve every problem that they run into. So they started something like InnoCentive. The technology is very simple. It's essentially a bulletin board that just lives on the internet. When they had a problem that they couldn't solve, they put the problem up and they asked the scientists who were, the hundreds of thousands of scientists from all over the world who work at all sorts of different companies, hey, we don't know the answer, maybe you do. About 1/3 of the time, the problems were solved. A few years ago, Kareem Lakhani, a professor at Harvard Business School, did a study of why these problems were being solved. And what he found gets to the root of why crowdsourcing is so effective. First, 1/3 of all problems were solved. That may not sound like a lot, but these are problems that stumped the best scientists at companies like Eli Lilly, at companies like Procter & Gamble, the best corporate R&D teams in the world. This is what's really amazing, is that the people who could solve the problem were the ones with the least knowledge about the field. And so, I'll illustrate this in a moment. And that the winners knew the answers in 20 minutes. So these are problems that people had spent months on, but when you found someone who wasn't trained in the field at all, I mean, not all the time, 99 of those people, they'd say, oh, I have no idea. But one of those, 1 out of 1,000, some electrical engineer would look at a problem in, oncology, cancer, and say, oh yeah, of course, I remember this from undergrad. There's a way to solve this. So this would be my example. The top solver in 2010 was Yuri Vodrov, a scientist in St. Petersburg. Now what you should know about Yuri is not just that he amazingly solved 12 of these problems and made himself hundreds of thousands of dollars at the same time, but that Yuri Vodrov is actually, his background is in electrical engineering. None of those problems that he solved were in electrical engineering. What he was able to do was take his skill set and apply it somewhere else. And that gets at the root of crowdsourcing, is that we have been trained to think that we know that which expert should solve a problem. But often we are wrong. Sometimes the experts, it's the right person. Often we are wrong. And what crowdsourcing does is it uses an open system where hundreds of thousands of people can come in, and one of those people will often have the right idea. I want to just close up with one last slide here so we have time for everyone else, my distinguished panelists, and all of you. But there's one last rule of crowdsourcing. How can a government like Kazakhstan, a company like Sberbank, what is the best way to make it work? Is to not ask what the crowd can do for you, but ask what you can do for the crowd. Crowdsourcing works best when it's a gift to the community. But if you think about that video game, do you think all those people played that video game because they wanted to help cure AIDS? No. They did it because playing video games is really fun. You make it into a gift. You make it into something cool, and the crowd will follow. So that's crowdsourcing. Hopefully that clears it up, but happy to answer any questions. So thank you very much. Спасибо большое. Это не последнее ваше слово. Я думаю, что мы будем заинтересованной аудитории вам задать вопросы еще. И я перед тем, как передать слово хотел бы сказать два слова в отношении двух способов использования краудсорсинга. Мир очень быстро меняется. И то, о чем сказал Греф, меняются технологии и меняются способы использования социальной энергии. Мы сейчас видим
активного использования энергии. Сегодня на панели несколько раз звучали слова арабские революции, арабская весна, я уж не знаю, это весна или наступление арабской зимы. В всяком случае, расцвета после этих революций ни в одной из стран я не увидел. И очевидно, что везде присутствовала манипулятивная составляющая. Какая-то группа людей использовала большое количество молодой популяции, как вы видите, которые не имели достаточного количества рабочих мест занятости. Молодые люди, которые очень быстро реагировали на призыв в социальных сетях, собирались в каких-то общественных местах и совершали, собственно говоря, сначала погром, а затем добирались до более существенных целей, которые мы в конце концов стали называть революциями. Сегодня в открытом мире применение силы против собственного народа — это дело такое не очень благодарное, и мало кто из политиков хочет поставить на крест на своем будущем, применяя очень жесткую силу. Но, к сожалению, никто из политиков заранее не задумывается о том, что если есть социальная деструктивная энергия, то эта же энергия может быть использована и в конструктивных целях. Так же, как энергия ядерного взрыва. Краудсорсинг — аналогия энергии ядерного взрыва. Это может быть использована ядерная реакция как взрыв и как управляемая энергия для производства электричества. Краудсорсинг, то, о чем говорил Греф, это как раз использование энергии масс, профессиональных сообществ, территориальных сообществ, как если мы говорим о политике, для того, чтобы найти наиболее адекватные, наиболее эффективные решения тех или иных проблем. Мы в Сбербанке используем краудсорсинг в нашей производственной системе Сбербанка. У нас 100% людей имеет доступ к нашей так называемой бирже идей, и мы стимулируем всех наших сотрудников давать предложения по повышению производительности труда, новые идеи в части продуктов, совершенствования технологий и так далее. За 3 года у нас 210 тысяч из числа наших сотрудников активные участники биржи идей. 210 тысяч человек дают свои идеи по поводу улучшения работы Сбербанка. С этого года мы начали открытый цикл, мы открыли биржу идей для наших клиентов и для наших акционеров. Зайдя на наш сайт, любой из пользователей наших услуг может оставить свои предложения по совершенствованию наших продуктов, услуг, технологий. За счет использования комплексного внедрения новых идей мы экономим и зарабатываем в совокупности свыше $1 миллиарда США чистой прибыли ежегодно. Это ответ на вопрос для скептиков, как можно использовать энергию большого количества людей для совершенствования бизнеса компании. Скажу вам больше. Те компании, которые не занимаются использованием идей большого количества задействованного в их работе персонала, они обречены на отставание. Я буквально 2 дня назад прилетел из Соединенных Штатов Америки, из Сиэтла, и был на корпорации Boeing, которая тоже свыше 100 тысяч работающих, и они приводили мне на каждом шагу примеры использования краудсорсинга. Мы пришли на линию сборки 737 самолетов, Boeing 737, и они рассказали последнюю историю, когда у них самая тяжелая операция, которую никак не могли усовершенствовать, это подача кресел в самолет, была усовершенствована молодым парнем, который после окончания MIT пришел к ним на работу и, увидев, какой трудоемкий процесс по затаскиванию кресел в пассажирские самолеты, сказал: вы знаете, я родом из деревни, из Техаса. У меня на ферме стоит такая штука, транспортер по подаче, по выбросу навоза из здания фермы. Я вот смотрю, можно его использовать, этот транспортер, для того, чтобы подавать кресла прямо в салон самолета. Поехали, специальные инженеры поехали на эту ферму.
течение одной недели был сооружен подъемник, который в 6 раз увеличил скорость подачи кресел в самолет, в 6 раз быстрее стали делать, 2 человека устанавливать эти кресла. Один внизу устанавливает кресло на подъемник, другой сверху и снимает внутри самолета. Это одна из идей, как в 6 раз повышается производительность труда за счет идеи одного человека. Сколько бы бились конструкторы Боинга, инженеры высочайшей квалификации, которые ни разу не были на сельской ферме, и у их родителей не было возможности приручить будущего студента MIT к вывозу навоза с их фермы. Это один из таких ярких примеров использования подобного рода идей. И возникает вопрос, какое это имеет отношение к публичной политике. На мой взгляд, ключевой тренд в управлении 21 века – это тренд задействования энергии огромного количества людей, всего населения страны, для того, чтобы создавать более конкурентоспособные, более изменяющиеся, гибкие системы менеджмента, системы управления. И если говорить о публичных субъектах, таких как муниципалитет, город, область, либо государство, то, на мой взгляд, неиспользование технологий краудсорсинга в сегодняшней ситуации просто недопустимо. Процесс управления можно условно разбить на 5 этапов. Первое – это постановка целей и задач. Приведу маленький пример с одним из моих приятелей, который был назначен на должность губернатора в одном из регионов России. Это очень сильный управленец. Он работал период времени в бизнесе, потом работал мэром города. Его назначили губернатором одного из регионов. Он приехал туда, посмотрел на город, он впервые попал в этот регион, изучил ситуацию, обозначил проблемы. И в течение года вкладывал огромные деньги в реставрацию дорог, восстановление дорог, реставрацию фасадов. И за год совершили огромный прогресс в этом направлении. Через год он провел опрос общественного мнения, какие у него рейтинги. Оказалось, что его рейтинги за год упали более чем на 10%. Он был в шоке. Он собрал очень мощную команду трансформаторов. Они потратили огромное количество времени и средств на то, чтобы наполнить бюджет, на то, чтобы создать лучшие условия жизни для людей. И неблагодарное население не поняло усилий реформатора. Когда он приехал ко мне, я ему сказал: дорогой мой, ты слышал про Crowdsourcing? Он, к сожалению, знал значительно меньше, чем вы об этом. И мы задействовали технологию краудсорсинга для того, чтобы выяснить, какие ключевые проблемы люди, живущие в этом регионе, в этом городе, считают для себя проблемами номер один. Были заданы вопросы большому тысячам людей с просьбой выделить 5 ключевых проблем, которые они считают наиболее важными. Как это ни парадоксально, среди 5 проблем, выявленных путем опроса, не было ни одного приоритета, который команда нового губернатора для себя поставила в качестве ключевой цели. Население не интересовали дороги, потому что в этом городе не было проблем с пробками, а по плохим дорогам они привыкли уже ездить и так. У них не было проблем с внешним видом, потому что у них были более злободневные проблемы, как ни парадоксально. Проблема номер один для себя они видели проблема чистой воды. Оказалось, что очень плохие станции очистки, что у людей ржавая вода бежит из кранов, они видели для себя эту проблему номер один. Второе – качество жилищно-коммунальных услуг. Оказывается, служба коммунального хозяйства работала отвратительно, и это не то, что можно было увидеть на поверхности приезжающему человеку. И так далее. После того, как 5 ключевых задач было составлено, в течение года команда губернатора поработала в этом направлении. В течение 1 года его рейтинг вырос на 20% пунктов. Это один из примеров того, как можно действовать в соответствии с ожиданиями населения, тем более, что ты от имени населения и на деньги населения осуществляешь власть. Второе, то, о чем уже говорил Греф, это ответ на вопрос «как?». Как достигать тех или иных целей? Мы видели, что активность, особенно активность среднего класса, собственно, малый и средний бизнес – забота любой власти. Как только вырастает средний класс, он не готов к
что власть с ним перестает считаться. Он хочет участвовать в процессе поиска выработки решений. Краудсорсинг предоставляет такую возможность. И, я бы сказал, обязанностью власти советоваться с креативным классом, с наиболее дееспособными людьми, которые хотят участвовать в процессе выработки решений. И опыт применения краудсорсинга показывает, что именно таким образом и наиболее дешевым образом можно найти нетривиальные решения для решения тех или иных проблем, которые население считает наиболее актуальными. Третья часть, третий вопрос, который стоит на повестке дня любого управленца, это если ты понимаешь что, если ты понимаешь как, нужно решить вопрос кто. Кто эти госслужащие, которые нами руководят? Не буду говорить о традициях Казахстана, скажу о традициях России. Великий русский писатель сказал, что в России две беды, дураки и дороги. И я бы сказал так, что проблема усугубляется тем, когда не просто когда в обществе есть дураки, они есть всегда в любом обществе, когда именно дураки начинают управлять и дорогами, и обществом. Тогда это беда. Так вот, краудсорсинг или меритократическая система, или как мы его назвали, краудстаффинг, отбор с помощью этих технологий наиболее талантливых людей из общества, а современные онлайн краудсорсинговые технологии позволяют это делать. Онлайн-тестирование большого количества людей с определением наиболее талантливых людей для того, чтобы можно было их продвигать и занимать те или иные посты на государственной службе. Это третья и важнейшая составляющая ответа на вопрос, как сделать процесс государственного управления наиболее эффективным. Его делают наиболее эффективные, наиболее достойные люди, отобранные на основе транспарентных принципов. Четвертое – это постановка KPI и определение, насколько общество удовлетворено командой управленцев, которая реализует от его имени и за его деньги те или иные задачи. Если бы мы каждый год спрашивали население соответствующего города, соответствующего населенного пункта или соответствующего государства, как они оценивают поставленные публично KPI достижения цели теми или иными чиновниками, и по результатам этой оценки можно было бы принимать решение о судьбе этих чиновников, я думаю, что мы бы не видели ни арабских революций, ни выхода людей на улицы, и увидели бы совершенно другую динамику развития общества. Я считаю, что краудсорсинг – это тренд управленческий 21 века, и те, кто не увидит этого тренда, не будет его внедрять, обречены на неконкурентоспособность и на весенние, осенние, а также зимние и летние